Всем привет, всем мира и добра. И сегодня я хотел бы поговорить о клиппинге. Но прежде чем говорить о клиппинге, нам с вами нужно разобраться с цифровым звуком. Нам нужно понять, что такое цифровой звук, как он формируется и что с ним происходит. Теорема Котельникова по-русски и теорема Найквиста говорят нам о том, что любой сигнал можно восстановить по его отсчетам, взятых с частотой 2f0, где частота f0 – это верхняя граница частоты сигнала. То есть это у нас частота квантования. Она у нас идет по доске по шкале X. Она может быть 44 кГц, 48, 96 и так далее. Но есть еще шкала Y. Давайте я к доске перейду. Но есть еще шкала Y, и по ней у нас заложены 24 бита. То есть одно цифровое слово в двоичном коде, 24 бита на каждый отсчет с частотой квантования. Соответственно, это слово определяет амплитуду сигнала в тот момент, когда был взят этот отсчет. И, соответственно, по шкале Y у нас идет 24 бита, а по шкале X частота квантования 96 кГц. После этого мы получаем цифровое слово для каждой точки о цифровом звуке. Теперь поговорим о клиппинге. Что такое клиппинг? Обратно звук пересчитывается, и на экране он у вас показывается волной с этой частотой квантования. От каждой точки вы плавно переходите к следующей точке. И таким образом описываете цифровой сигнал. Девять треков из 10, которые мы сводим, они основаны на ритм-секции. Это кик и снейр. И кик и снейр – это самые пиковые инструменты в вашей фонограмме. Они будут громче всех. Да? Когда вы делаете оцифровку и переходите обратно, по шкале X у вас по-прежнему остается амплитуда и остается 24 бита. Если вы выходите за границы оцифровки, а границы оцифровки это 0 дБ, это тот порог, выше которого нет информации о сигнале, и происходит цифровой транкейт. То есть, если уровень превышает 0 дБ, вы просто отрезаете вот эти макушки. Вот это и есть клиппинг. Это и клиппинг, это и цифровой транкейт. Это потеря информации о сигнале, который выше 0 дБ. То есть в цифре выше 0 дБ ничего не может быть. При этом при оцифровке и при перегрузе, при цифровом перегрузе происходит транкейт и клиппинг. Но если вы клиппинг делаете на очень короткие промежутки времени, то наше ухо не успевает уловить, что здесь нелинейное искажение и что здесь перегруз цифровой. Да? И таким образом, если у вас выпадет, допустим, 3 сэмпла, где-то 5 сэмплов, еще 3 сэмпла, наше ухо это не услышит. Ну, соответственно, и то же самое и здесь, да? Вот таким образом. Это и есть клиппинг. Клиппинг позволяет вам перегрузить фонограмму по цифре, обрезав макушки, и при этом в ней не будет искажений, потому что эти перегрузы очень кратковременные. Это несколько сэмплов, 4-5 сэмплов. В этом суть клиппинга. При этом вы экономите достаточно много громкости, потому что, как правило, ну не всегда, но как правило, цифровой перегруз на 3 дБ вполне допустим для большинства фонограмм. В то же время, если у вас будет оперная ария, то у вас не будет вот этих клипов. Да? У вас здесь будет ровная волна, допустим, оперного вокалиста. И там транкейт на 3-5 дБ приведет к реально слышимым линейным искажениям. И это уже очень плохо. То есть для танцевальной поп-рок музыки, которая основана на ритм-секции, мы можем использовать клиппинг. Для академической музыки, где нет ритмических функций и достаточно лирическая музыка,
Там клиппинг мы применять не можем. Это приведет к нелинейным искажениям, которые будут ощутимы на слух. Ну и еще одна тема, которую я сегодня хотел затронуть, кроме цифрового клиппинга, это о том вообще, как избежать клиппинга и транкейта при сведении, по балансу громкостей во время сведения. И об этом мы поговорим уже в студии. Я на примерах покажу, как, собственно, правильно выстраивать микс и как выстраивать баланс инструментов. В студии. Сначала я поговорю немножко о клиппинге, то, что мы рассматривали у доски, а потом мы перейдем к балансу и выстраиванию громкостей, с чего начинать и как это, в принципе, делать. Баланс микса, баланс инструментов. По поводу клиппинга, значит, есть одна очень замечательная, чудесная штучка в цифре, то, что нельзя сделать в аналоге. Предположим, в аналоге я перегрузил 7-ю ячейку, и мастер-фейдером я убрать это не смогу. Убирай, не убирай, пока я не избавлюсь от перегруза на самой ячейке, перегруз останется. А в цифре происходят чудесные вещицы, когда вы можете убрать перегруз мастер-фейдером на ячейках пульта. Даже если вы в цифре фейдерами перегрузили там 5 ячеек, то, опуская мастер-шину, вы можете избавиться от этого перегруза. Сейчас я покажу, как это работает. Предположим, у нас есть дорожка kick-drum. Сейчас я ее буду перегружать. Вот она. Я ее перегружу прямо на тейке. То есть я подниму громкость тейка на, скажем, 20 дБ. Но перегруза все еще нет. Тогда я подниму фейдер канала. И вот какая чудесная бочка у нас получилась. И смотрите, о чудо! Убираем фейдер. Перегруз благополучно исчез. То же самое будет, если я буду убирать фейдер мастер. Показываю. Все чисто. В аналоге это не работает. И еще один случай, когда это не работает, если вы перегрузили внутри плагина, то уже перегруз плагина вы убрать фейдером и мастер-фейдером не можете. Поэтому в этом отношении надо быть аккуратным, внимательным то, что вы делаете внутри плагина. Еще один момент. В целом все плагины лучше работают на средних уровнях. Это минус 10, минус 20 дБ. На уровнях минус 3, минус 2, минус 5 дБ некоторые плагины ведут себя очень некорректно. Поэтому лучше в цифре работать на средних уровнях. Итак, снимаем этот перегруз, который я вам смоделировал, и приступаем к балансу громкостей на сведении. Я делаю это так. Первое, что я делаю, я ставлю кик на минус 14, минус 15 дБ по мастер-шине. Ну, в данном случае, да, у нас есть тот же уровень, который показывает нам вот здесь фейдер, ячейка, тот же уровень у нас будет и на мастер-шине. Проверяем. Минус 17. Минус 17 – хороший уровень. На мастер-шине те же минус 17. Значит, теперь, когда я под кик соберу весь микс, то я выйду на средний уровень примерно минус 5, минус 7 дБ по мастер-шине. Если мне этого не хватит, и у меня будет клиповать, то весь клиппинг и транкейт я могу убрать просто мастер-шиной. То есть опущу чуть-чуть громкость мастер-шины, и все перегрузы уйдут. Теперь под кик я подвожу клэп. Ну, надо сказать обязательно об этом, да. В 9 из 10 случаев баланс кика и снейра, они
одинаков, они в одной громкости. Это не значит, что по индикации там минус 17 и клэп должен быть минус 17. Не по индикации, а потому, как вы это слышите, как вы это воспринимаете. Но есть исключения, да, в роковых треках малый барабан может быть громче, чем кик. Прогрессив трэнс, в трэнс-музыке, где бочка играет сильную долю, а бас слабую долю, они с басом должны быть сбалансированы в роковых треках. В диско, где бочка играет все 4 доли, малого может вообще не быть, вместо него будет клэп или что-то еще другое, да? И тогда малый играет подчиненную функцию под кик. Ну, это вот как бы особенности стилистические. То есть в каждой стилистике есть свои особенности. Но в целом можно считать, что кик и снейр должны быть в одном балансе. Итак, подводим клэп. Вот сейчас клэп уже громче кика. Примерно. Под него подводим хэт. Громкость хэта вопрос, конечно, художественный в большей степени, но в целом можно ориентироваться по голосу. То есть громкость хэта не должна быть, она должна быть соизмерима с громкостью S, звуков S у вокалиста. Если нет вокала, ну тогда сложнее, да. Под хэт подводим тамбурин. Лучше всего баланс громкостей выстраивать в моно. А моно — это когда у вас весь микс играет из одной точки, грубо говоря, из левого или из правого монитора. Потому что когда вы слушаете в стерео, предположим, тамбурин у вас правее, хэт у вас левее, да? И вы их прекрасно слышите, они у вас хорошо сочетаются, и вам все комфортно и все классно. Но как только вы их ставите в моно в одну точку, на один монитор, тот, который громче, начинает мешать и забивать тот, который тише. Поэтому, в принципе, я 30-40% микса делаю в моно на одном мониторе. И это очень хорошее лекарство для того, чтобы сделать хороший баланс. Ну, тамбурин довольно-таки странный. Я попробую сейчас немножко с ним позволю себе поэкспериментировать. Да, вот тут такая какая-то эквализация. Я попробую сделать так, чтобы он делал вот этот вжик под хэт. И как бы подтягивал нас под хэт. Но у него очень много, обратите внимание, у него очень много верха, колючего верха, который потом просто будет мешать, если я сделаю его громко. Ну и вот этот верх я чуть-чуть все весь ослаблю. Шелфом от 2-3 кГц плавненько опустим чуть-чуть вверх-вниз, и он перестанет быть колючим. Можно попробовать наоборот, выделить ему еще какую-то верхнюю серединку.
предположим, вот так, и теперь заново громкость выстроим. Идем дальше. Перкашн. Дальше. FX. Ну, по ритм-секции практически все. Остались одни эффекты. Теперь бас. Бас у нас состоит из двух частей. Первая бас – это бас сайдчейн компрессии от бочки. Очень много сабниза на нем. Он еще и щелкает, но это убирается эквализацией, видимо. И второй бас. И тоже с сабнизом. Ну, по-хорошему, наверное, если бы я делал, я бы сабниз ослабил на басу, но мы пока выстраиваем только баланс. Поэтому включаем обратно всю ритм-секцию и выстраиваем баланс басов. Переходим к инструменталу. Пэд. Но второй пэд очень похож на первый, и они оба вверху. Здесь какая проблема? У этого пэда у него есть глубина и перспектива, он такой очень объемный. А вот этот пэд, он как раз жужжалка, он такой и должен быть. А два вместе, они уже мусорят очень сильно вверх. Поэтому я что сделаю? Я сейчас поставлю сюда эквалайзер. И аккуратненько ему опущу вверх. Ну, вот так мы это сделаем. От 2 килогерц. Вот это жужжание, мы его убираем. И у нас получается красивый, мягкий, глубокий пэд. Вот он нам даст глубину. Ну и обрежем ему низ от 100 Гц, чтобы он не путался с басом. Идем дальше. Посмотрим, что у нас еще тут играет. Ну, пэд покажу без него и с ним. Добавляет объема. Дальше. Здесь у нас появляется пиано-соло. Ну, то есть фактически это тема.
Но этих FX явно много. Обычно все любят эффекты, и эффекты делают утрированно громко. А на самом деле они же очень мусорят, они должны быть очень аккуратными, интеллигентными и не давить вам на психику. И теперь ксилофон. Ксилофон у нас появляется вот здесь. Ну вот, здесь надо понимать, что сольным осталось все равно фортепиано здесь, а ксилофон, он играет гармонию и ритмическую функцию. В ответ фортепиано появились bells. Вот эта партия. Поскольку это ответы, они должны быть тише фортепиано. Еще есть партия Piano Chords. Реверсивные эффекты, они слишком громко. Ну, вот этот эффексик потише. Kick Hole. Красивая бочка. Отличная. Можно тоже чуть тише. Ну, какие атмосферные звучки. Да, все прикольно. Ну, еще разочек отсюда слушай. Но ваншот не нужен, клэп потише. Я не касался сегодня спектрального баланса, компрессии, панорамирования. Мы пока просто собрали музыкальный баланс черновой. Это называется Rough Mix. Лучше всего его делать в моно и на одном мониторе. И теперь давайте посмотрим, что у нас получилось по мастершине. По мастершине. По мастершине мы пришли на минус 4 дБ, когда бочка у нас была минус 17. Да? Ну, то есть вот это вот надо как бы учитывать и надо помнить. Если вдруг у вас получилось здесь не минус, а плюс, то просто опустите мастер-фейдер, и все будет чики-пики. В данном случае это не надо. После того, как вы собрали музыкальный баланс, теперь можно переходить к панорамированию, пространству,
обработки уже всего остального. Но динамическая обработка эквализации делается, конечно, до этого. Если вам нравится мой канал, ставьте лайки, подписывайтесь на него. Буду очень вам признателен, если вы станете спонсором канала. Ссылка на спонсорство будет у вас в описании. Всем хороших миксов, всем пока. Счастливо.